Сегодня приготовим картошку. Простое блюдо, особенно нравится его готовить после праздников. Ставлю кастрюлю на плиту, наливаю воду, пересыпаю картофель. Беру покрупнее. Они удобнее, да и начинки войдет побольше. В холодильнике бывает. После праздников остаются кусочки сыра, ветчина, иногда пара шампиньонов или остатки вареной курицы. Все это как раз сюда подходит. Добавляю соль. Варю до готовности. Ну почти. Деревянная шпажка хорошо проходит, значит готово. Дальше доведем в духовке. У меня сегодня сорт сварился примерно минут за 15 с хвостиком. Вы у себя тоже посмотрите. Время варки зависит от сорта. Дальше беру терку. Заметила, что на мелкой терке сыр выходит аккуратнее. Пересыпаю его в глубокую тарелку. Также добавляю кусочек ветчины, нарезала ее мелко и отправляю в ту же тарелку. Но если мясо не используете, просто пропустите этот шаг. Чеснока добавляю 3-4 зубчика через пресс. Добро пожаловать тем, кто впервые смотрит рецепт. Присоединяйтесь. Здесь много вкусных и простых рецептов. И зелень, конечно. Укроп нарезаю помельче. Сливочное масло беру с высоким процентом жира. Оно мягкое, я заранее достала его из холодильника. Ложку-другую вмешиваю в смесь, оно делает начинку более однородной. К тому же масло хорошо и вкусно будет в начинке. Если любите пожирнее, смело добавляйте больше. Перемешиваю. Картошка остыла. Беру нож и разрезаю пополам. Вынимаю середину аккуратно ножом, чтобы половинки оставались целыми. Сердцевину отправляю в начинку. Она мягкая, быстро разойдется. Половинки выкладываю на противень с пергаментом. Начинку разминаю. Попробовала. Оказалось, соли чуть меньше, чем хотелось. Добавляю. И еще прованские травы. Где-то чайную ложку. Вы можете положить любые травы или специи для картофеля. Но учтите, что в них может быть соль. Тогда регулируйте по вкусу. Плюс сыр. Более или менее соленый. Наполняю половинки. Картошка хорошо держит форму, накладываю с горкой. Иногда поверх добавляю еще немного сыра. Духовку нагрела заранее до 180 градусов. Отправляю туда в противень минут на 15 до золотистой корочки. Ориентируйтесь на свою духовку. Где-то она греет сильнее, где-то слабее. Спасибо вам за теплые слова в комментариях. Напишите, кстати, как вы относитесь к блюдам из картофеля. Пригодятся ли вам еще варианты? Или вы больше любите горячие закуски, может салаты? Я стараюсь подобрать идеи так, чтобы они подходили вам и были по-настоящему удобными в повседневной готовке. Перекладываю картошку на тарелку. Кушайте такой картофель со сметанным соусом или чесночным. Если хотите, чтобы рецепт оставался под рукой, сохраняйте его. Потом удобно вернуться. Список продуктов для этого рецепта есть в описании к видео. До встречи в комментариях и следующих видео. Приятного аппетита!